Германия продлевает ВНЖ для украинских беженцев до марта 2025 года. Соответствующее постановление принял Бундестаг. Германия – одна из стран с наибольшим количеством украинцев, которые бежали от войны. Там проживают более миллиона беженцев. С вами Нехта. О самом важном и интересном расскажем прямо сейчас. Самая мощная атака на Киев с начала войны. Столицу Украины атаковали 75 дронов. Тревога длилась более 6 часов. Таким образом был спланирован удар, чтобы обе группы из севера и с юга. Крымский мост обречен. Глава СБУ обещает много сюрпризов. Ми фактично перевернули філософію, сам підхід в військово-морських операціях. Режим тишины в секторе Газа продолжается. Сегодня состоится очередной обмен заложников. За каждого освобожденного израильтянина должны быть освобождены 3 заключенных. Около 50 заложников, детей, их матерей и других женщин должны быть освобождены в течение 4 дней. Дорогие зрители, если вы нас смотрите сейчас, не забудьте поставить лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень помогает продвижению наших роликов. Итак, вперед к новостям. 6 часов длилась атака на Киев. Силы ПВО сбили рекордное с начала войны количество дронов «Камикадзе», «Шахед». Их было 75. Один из них сбить не удалось. Основными направлениями удара были Киев и Киевская область. Из 75 дронов было уничтожено. Это вот новая информация, эксклюзивно в вашем эфире. Я сейчас ее вам озвучил. К подробности особо добавить так нечего. С двух направлений атака была осуществлена. Это Приморско-Краснодарского края России, ну и Курская область. Два направления. С севера дроны шли приблизительно по такой прогнозированной траектории, то есть напрямую к столице. Ну а уже те, что двигались с южного направления, наматывали круги по разным областям, то есть проверяли маршруты, как они обычно это делают. Маршруты прокладывают операторы предварительно, понятно. Вот. И таким образом был спланирован удар, чтобы обе группы из севера и с юга одновременно, почти одновременно, скажем так, волнами били по столице. Мэр Киева Виталий Кличко назвал удар самой массированной атакой на столицу. Обломки дронов упали в нескольких районах города, в том числе разрушен детский сад. От атаки пострадали 5 человек, среди которых 11-летний ребенок. Впрочем, госпитализации им не потребовалось. У 3 пострадавших острая реакция на стресс, 2 получили резаные ранения конечностей. Эксперты прогнозировали усиление атак дронов с наступлением холодов. Прошлой зимой Москва выбрала мишенью для ударов объекты энергетической инфраструктуры Украины. После этой атаки без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части Киева, сообщила городская военная администрация. Впрочем, к середине дня электроснабжение удалось восстановить. На протяжении дня еще возможны перебои со светом. Украинцев призвали сократить потребление. Надежность энергопитания в регионе снижена. Наши ремонтные бригады вместе с коллегами уже приступили к аварийно-восстановительным работам. В период выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области. Для ликвидации последствий атаки нужно время. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы восстановить надежность энергоснабжения как можно скорее. Пожалуйста, помогите им, не перегружайте сети. Потребляйте электроэнергию бережно. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку россиян, связал действия РФ с тем, что 25 ноября в Украине День памяти жертв Голодомора. Как известно, у Кремля случаются обострения именно в памятные даты. В этот день как раз 90-я годовщина со дня окончания одной из самых больших трагедий в истории украинского народа. Военно-политическое руководство страны почтило память погибших. У минулому столітті з Москви прийшов голод. Зараз звідти лунають слова заперечення. І кожне з таких слів заперечення насправді звучить як зізнання. Їм потрібен голод, як зброя і надалі. Голод, холод, терор. Кожна тонна викраденого ними
зараз зерна, блокада кожного нашого міста, кожен російський удар по наших портах тепер, по українських зерносховищах, по наших елеваторах, кожен шахет, який цілить по нашій логістиці, кожна російська ракета, чия траєкторія проти українського життя – все це минуле, яке повернулося, бо не було засуджено вчасно. Це процес, де лінія тоталітарної радянської політики і лінія політики сучасної Росії утворюють разом знак «дорівнює». Зло не було зупинено, не було спокути. І зараз ми його зупиняємо. От голода пострадала и моя семья. Моя прабабушка осталась сиротой в 8 лет. Ее родителям и нескольким братьям выжить не удалось. Ее рассказы о тех событиях тяжело забыть. От голода в Украине всего умерли по разным подсчетам от 7 до 10 миллионов человек. Геноцидом Голодомор признали более 30 стран мира, в том числе и ЕС. Им говорила пропаганда, то есть, что это был не урожай, от этого возник голод. Но проблема в том, что Украина тогда входила не вся в состав, скорее части населения, в состав Советского Союза, и возникали такие ситуации, что вот два соседних села, одно под властью польского государства, другое под властью советского. С одной стороны, не урожаи все умерли, а с другой стороны, почему-то нет неурожая, и все живы, хотя у них тоже жизнь была не идеальной. Поэтому объяснять такие вещи очень тяжело и сложно, хотя бы из-за цифр. Мы уже потомки, то есть для нас цифры там имеют значение, если мы это не застали. То есть если это почти 4 миллиона человек, оценки, критерии там разнятся. И за этот период не родилось 600 тысяч людей, согласно новорожденных, согласно обычной динамике украинского общества. Будущей весной Россия собирается начать новое наступление на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. У Путина, мол, есть два варианта. Продолжить истощать ресурсы Украины и ее союзников, либо же попытаться начать новое наступление. Второй вариант предполагает всеобщую мобилизацию в России, считают источники агентства. Ранее Пентагон сократил поставки оружия в Украину из-за отсутствия поддержки в Конгрессе. А Евросоюз также признал, что не сможет поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов к марту будущего года. Все это может дать Путину рычаги влияния, считают источники агентства, а любое прекращение огня может привести к тому, что Россия снова станет сильнее. СБУ перерезала канал поставки российского оружия благодаря операциям на Крымском мосту. Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью украинскому телевидению. Он заявил, несмотря на все попытки уберечь Крымский мост, он обречен. СБУ получила также засекреченную техническую документацию моста, поэтому Малюк пообещал много сюрпризов в будущем. Розповідали всьому світі, що це самий захищений міст і так далі. Успішним вогневим враженням, руйнуванням ми, по суті, зруйнували, відповідно, той міф про непереможність Рашки. Це країна фейк. Міст повноцінно зараз не функціонує. Автомобільний транспорт рухається реверсно, і кожна автівка не більше 5 тонн має бути. А ЖД-сполучення використовується тільки для електрички і не більше 5 вагонів. Тобто, власне, вони БК, все інше, вони зараз тянуть паромами. Тому ви маєте розуміти рівень успішності проведених отих двох атак на Кримський міст. Ми фактично перевернули філософію, сам підхід в військово-морських операціях. І це не тільки мої слова, це думка всіх наших західних партнерів, військових моряків, очільників спецслужб. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Міст приречений. Ніякому путінському мосту не місце на законній території неньки України. Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины, в соответствии с соглашением с Хамас. В секторе Газа продолжается 4-дневный режим тишины. Накануне 13 израильских заложников, матери с маленькими детьми и пожилые женщины, Хамас освободил спустя 49 дней плена. Сегодня израильтяне готовятся к освобождению второй группы из 14 заложников. Ожидается, что 14 израильтян будут освобождены этим вечером.
Ранее служба тюрем Израиля заявила, что 42 палестинских заключенных должны были быть освобождены в рамках соглашения между Израилем и террористической группировкой Хамас. За каждого освобожденного израильтянина должны быть освобождены 3 заключенных. Около 50 заложников, детей, их матерей и других женщин должны быть освобождены в течение 4 дней, в течение которых Цахал приостанавливает свою военную кампанию по уничтожению Хамас в секторе Газа. Более 11 тысяч автомобилей застряли на границе с Польшей. Наибольшее их количество ждут выезда из Украины на КПП Дорогуз-Ягодин. Около 2500 водителей. Самая маленькая очередь на КПП Медика-Шегини. Польские активисты, напомню, блокируют проезд уже почти 3 недели. Украина готовится эвакуировать водителей. Тем временем, согласно расследованию информагентства Guildhall, российские спецслужбы причастны к блокированию границ Украины со стороны Польши. Официальным организатором блокирования границы Польши с Украиной выступает польский гражданин Рафал Меклер, владелец транспортной компании Рафал Меклер Транспорт. Рафал Меклер является представителем ячейки пророссийской партии Конфедерации Свободы и Независимости в Люблинском воеводстве, имеющей тесные связи с Россией. В частности, лидер партии Януш Корвин-Мике выступал с призывами о признании оккупации Крыма и сам посещал аннексированный полуостров в 2015 году, где встречался с руководителем российской оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым. Ну а тем временем власти Эстонии устанавливают на границе с Россией в Нарве дополнительное бетонное заграждение, известное как «Зубы дракона». Это решение вызвано опасениями по поводу миграционного давления со стороны России, которая, по утверждениям эстонских властей, направляет к границе людей, не имеющих права на въезд в Евросоюз. Хотя официально о полном закрытии границы речи пока не идет. Да, это правда. Количество беженцев, прибывающих к нашим границам, увеличилось, но оно не такое сильное, как в Финляндии. Поэтому наши пограничники в состоянии справиться с этим. И пока мы еще не закрывали границы, но готовы сделать это в случае необходимости. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!